В Канаду стало реально переехать даже официантам, уборщикам, разнорабочим, а также по другим профессиям. Смотрите ролик до конца, чтобы узнать полный список специальностей. Привет из Канады, меня зовут Алекс Павленко. Свершилось чудо! Канадское правительство недавно очень сильно уменьшило требования по одной из иммиграционных программ. Теперь получить канадское ПМЖ могут не только высококвалифицированные специалисты. Ведь если положить руку на сердце, раньше шансы были только или у молодых, или же у таких ребят, кто закончил университеты и работал программистами, инженерами или учеными, а также кто свободно владел английским. Но как быть простым людям, у кого, допустим, только школьное образование, возраст уже под сороковник и английский со словарем? Все, Канада закрыта. Да, именно так отвечали иммиграционные консультанты нашей компании, которая предоставляет услуги иммиграции в Канаду. Но это было раньше, сейчас все изменилось. Одна из канадских провинций, Новая Шотландия, расширила список востребованных профессий по потоку для востребованных специалистов. Это означает, что если ваша профессия из списка, который я зачитаю, то вы можете эмигрировать в Канаду. Вы можете изменить свою жизнь в лучшую сторону, вы можете в ближайшем будущем жить в лучшей стране мира. И это не просто слова. В 2021 году Канада заняла первое место в мировом рейтинге развитых стран. Я снимал на эту тему видео, обязательно его посмотрите, оставлю ссылку в описании и в углу экрана. В иммиграционном потоке для востребованных специалистов принимаются заявки от кандидатов от 21 до 55 лет. То есть даже после 50 лет можно в Канаду переехать. Круто! Поставьте лайк за эту информацию и подпишитесь на мой канал, если не сделали этого ранее. Вам это ничего не стоит, а мне приятно, и тогда чаще снимаюсь в роликах. Если вы окончили полную школу или у вас образование училища или техникума, то этого достаточно для прохождения по данной программе. Давайте еще раз скажу, для того, чтобы переехать в Канаду, не надо получать высшее образование. Вы должны знать английский или французский где-то на школьном уровне, тут вам придется сдавать официальный языковой тест, но если сдадите IELTS на 4, этого будет достаточно. Если вы вообще не знаете английский, я вам гарантирую, что за полгода учебы в канадской языковой школе, где я являюсь агентом, вы дойдете до нужного уровня. Причем учиться вы можете онлайн, тоже оставлю ссылку на ролик про курс английского. В описании программы иммиграции есть требования по деньгам, которые у вас должны быть, но четко не написана какая-то сумма. Сказано, чтобы денег хватило на то, чтобы вы обжились. Так как Новая Шотландия одна из самых дешевых провинций для жизни в Канаде, то предположу, что требования будут на уровне атлантической программы иммиграции. То есть где-то 3000 американских долларов на одного кандидата, если же в семье несколько человек, то где-то 5000. Кстати, слышали, что атлантический пилот официально закрывается 31 декабря 2021 года. Он был запущен в 2017 году 4 провинциями, одна из которых как раз Новая Шотландия. Поэтому я и сделал предположение, что будут такие требования по деньгам. Ну и вам не надо расстраиваться о закрытии пилота, так как еще в 2020 году было анонсировано, что эта программа будет постоянной. Так и случилось. Подробный разбор атлантической программы смотрите в другом моем ролике. Следующее требование к кандидатам — это минимум 1 год опыта работы по требуемой профессии. Они следующие: помощники медсестер и санитары, водители-дальнобойщики, помощники на стройке и разнорабочие, официанты, работники прилавка и кухонные помощники, уборщики, операторы тяжелого оборудования, кроме строительных кранов. Как видите, профессии популярны, и даже если у вас нет нужного опыта работы, его можно получить и через 1 год подать заявку на иммиграцию, если, конечно, эта программа еще будет работать. Я же думаю, что людей быстро наберут и список профессий поменяют, как, собственно, сейчас и произошло. Лучше не затягивайте, бегите учить английский, сдавайте IELTS, заверяйте диплом об образовании, пока еще есть спрос. Как вам озвученные требования? Потянете? Есть еще один маленький момент, который я оставил напоследок. Согласитесь, очень все халявно звучало и где-то должен быть подвох. Для получения ПМЖ по этой программе вы должны найти работу в Канаде, точнее в провинции Новая Шотландия. Да, я понимаю, что это непросто, сам раньше рассказывал, что если вы не находитесь в Канаде, то это практически невозможно. Но времена меняются, и это становится реальностью.
Просто посмотрите на расположение провинции на карте. Она находится где-то на востоке Канады, вдалеке от цивилизованных мест. Все население провинции составляет менее 1 миллиона человек на конец 2021 года. Галифакс – самый большой город, где живет 400 тысяч человек. Остальные города можно сравнить с селами, там скучно и народ переезжает в крупные города Канады, некому работать. Поэтому невозможно найти официантов, уборщиков и остальных. Это не я придумал. Это вынужденный шаг правительства провинции, которая расширила список профессий для иммиграции. И есть еще один приятный бонус. Канадский работодатель может нанять иностранцев без оформления LMIA. Это очень крутое исключение, ведь канадский рынок труда закрытый, и обычно работодателю надо попытаться нанять местных, потом заполнить кучу документов, заплатить $1000 и только после этого получить разрешение для найма иностранцев. По этой программе иммиграции этого не надо. Теперь о том, чем может помочь вам наша команда. Тут большой список услуг. Первое – организовать вам учебу в канадской языковой школе онлайн. Второе – помочь с заверением дипломов об образовании. Третье – написать вам резюме по канадским стандартам и подготовить к прохождению собеседования. У нас работает канадский HR-специалист, который уже 8 лет занимается этим. Она реальный профессионал. Четвертое – подготовить документы для оформления визы и для подачи на ПМЖ. Моя супруга иммиграционный консультант, она профи в этой области, и у нее есть лицензия на оказание иммиграционных услуг. Все остальное зависит только от вас. Вам надо захотеть попасть в Канаду и сделать первый шаг. Если у вас другая профессия и вы хотите узнать о дополнительных способах переезда в Канаду, в следующем месяце мы проведем бесплатный марафон по иммиграции в Канаду. Регистрируйтесь на нем по ссылке в описании к ролику. На этом все. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, дергайте в колокол, чтобы не пропустить выход новых роликов, и до встречи в Канаде.